Москва и Киев говорят о завершении режима прекращения огня. Кто нанесет первый официальный удар? Фестиваль квир-кино на Пасху. Как ЛГБТ-сообщество возбудило депутатов Верховной Рады из-за своего мероприятия в церковные праздники. Зеленский вводит санкции против любимой группы Путина, а также наносит удар по Куклачеву. Что известно о новом указе украинского президента? Убийство за российскую музыку в Киеве. Жертву добивали кастрюлей. Заморозка линии фронта и отказ от территории. В Вашингтоне озвучили мирный план завершения войны. И США готовы бросить Украину и РФ, а также заявляют о выводе войск. О чем речь? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. В Киеве и Москве говорят об окончании режима прекращения огня по энергетическим объектам двум стран. Причем в России уже дали понять, 30-дневный срок истек. Начальной датой такого перемирия РФ считает 18 марта. Тогда, как утверждает Песков, Путин приказал не бить по энергоинфраструктуре Украины. Месяц действительно истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего президента Путина не было. Слова Пескова ничего не значат, так отвечает Киев. У Зеленского заявляют, что сроки у Москвы неверные и перемирие еще действует и будет действовать еще как минимум неделю. Не знаю, с какого момента заявление Пескова что-то для кого-то значит. Мы считаем началом договоренностей с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующее заявление. Но, учитывая неадекватность россиян и данные разведки, вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики накануне Пасхи или после нее. Напомню, что и Украина, и Россия обвиняют друг друга в ударах по энергетическим объектам и заявляют о том, что договоренность о ненанесении ударов не действует. Одновременно и Киев, и Москва передают США, как заявляется, задокументированные доказательства того, что каждая из сторон продолжала бить по энергоинфраструктуре, несмотря на позитивные переговоры. Украине необходимо отдать свои территории России. Таков мирный план США. Кроме того, Америка предлагает смягчить санкции против РФ в рамках мирного предложения. Об этом американцы заявили украинцам и европейцам на переговорах в Париже. Детали бесед за закрытыми дверями раскрывают сразу несколько западных изданий. Линия фронта, вероятно, будет заморожена. Контуры плана США были представлены на встречах в Париже в четверг, сообщили европейские официальные представители, знакомые с ситуацией. Согласно их словам, предложение фактически заморозит конфликт, оставив оккупированные Россией украинские территории под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также будет исключено. Детали предложений не разглашаются из-за их конфиденциальности. Wall Street Journal напоминает, что Зеленский уже неоднократно заявлял, что Украина никогда не признает украинские территории российскими. Речь идет о тех областях, где сейчас находятся войска РФ. Это и Крым, это и Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области. Авторы материала пишут, что если администрация Трампа будет давить на Зеленского, чтобы он уступил часть или все эти территории, то он столкнется с дилеммой: потерять поддержку США, если он откажется, или поддержку украинцев, если согласится. Любой из этих исходов будет выгоден Путину, резюмирует авторы материала. Спецпосланник президента Трампа Стив Уиткоф утверждает, что эти территории являются ключом к урегулированию войны, и они становятся центральным элементом соглашения, которое он обсуждает с Кремлем от имени Трампа. Однако их статус может стать камнем преткновения для любой сделки. А сделки может вообще не быть. В Америке уже заговорили, могут выйти из переговорного процесса и оставить РФ и Украину один на один. В Вашингтоне намекают на то, что стороны медлят и не продвигаются в переговорах так, как хотелось бы Белому дому. Сейчас мировая пресса активно обсуждает слова госсекретаря США Марко Рубио. Давайте их послушаем. Мы не будем продолжать эти усилия недели и месяцы напролет. Поэтому нам нужно очень быстро, в течение нескольких дней, определить, возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы участвуем. Если нет, у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Я считаю важным напомнить всем, что война в Украине – ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. Соединенные Штаты помогали Украине последние 3 года, и мы хотим, чтобы она закончилась.
Уже через несколько часов после того, как Рубио намекнул, что США могут выйти из переговоров, появилось новое заявление Трампа. Тот немного спокойнее в своих высказываниях и говорит, что пока Белый дом не выделяет никаких особых временных рамок, как это сделал Рубио. Но США хотят завершить войну очень быстро. Если по какой-то причине одна из сторон сильно усложнит процесс, мы просто скажем: вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди, и просто откажемся. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я думаю, у нас действительно есть хороший шанс добиться результата. Все уже выходит на финишную прямую. В целом же из США идут противоречивые заявления. Правая рука Трампа, вице-президент Джей Ди Венс, находясь с визитом в Италии, наоборот, увидел позитивные сигналы в переговорах, но решил не раскрывать детали, почему так считает. События, которые произошли на этой неделе, он назвал интересными. Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной, а также о событиях, произошедших за последние 24 часа. Мы считаем, что у нас есть интересные новости, которые, конечно, обсудим наедине. Что касается переговоров, я не буду их предвосхищать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну, эту очень жестокую войну. Итак, уже в открытую стороны говорят о том, что Украине придется уступать территории РФ. Но пока никаких публичных разговоров не было о том, на какие уступки придется идти России. Хотя ранее в Америке часто говорили, что уступки коснутся и Киева, и Москвы. Как вы считаете, что это может быть? И может ли быть в принципе? Пишите свои варианты в комментариях. Удар по Цискоридзе, группе Любе, Джигурде и Шаману. Зеленский продолжает отправлять в черный список россиян и вводит против них персональные санкции. На этот раз против 20 артистов и спортсменов РФ. Помимо тех, кого я уже перечислил, в Киеве приняли решение внести в санкционный список Александра Розенбаума, Игоря Сукачева, Егора Кончаловского и Александра Панкратова-Черного, артиста балета Сергея Полунина и фехтовальщицу Софью Великую, а также дрессировщика Юрия Куклачева. Согласно данным указа Зеленского, ограничения для всех них во многом похожи. Артистов и спортсменов Зеленский лишает государственных наград Украины и других форм отличия, а также будет совершено блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на распространение медиа на территории Украины, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества. И это не весь список запретов. И еще новость из Украины, связанная с российскими артистами и музыкой. В Киеве 2 брата убили знакомого из-за российской музыки. Пили, отдыхали, один захотел послушать, 2 запретили. Киевская прокуратура заявляет, что 29-летнего мужчину за его музыкальные предпочтения зарезали, а потом добили еще и кастрюлей по голове. Скандал в Украине. Соцсети и народные депутаты продолжают гудеть. Причина – фестиваль квир-кино в Страстную Пятницу и Пасху. Представители ЛГБТ-сообщества проводят кинофестиваль под названием «Сани Бани». В Верховной Раде уже призвали отменить данное событие, но организаторы не собираются этого делать. Они уже ответили на критику по поводу проведения своего мероприятия во время церковных праздников. На официальных страницах проекта говорится, что Украина – светское государство, в котором мирно сосуществуют представители и представительницы разных религий и убеждений. А Сани Бани – это международный кинофестиваль, даты проведения которого заранее согласовываются в соответствии с международным фестивальным календарем и закреплены на вторую половину апреля, пишут организаторы. И то, что просмотр квир-кино совпал со Страстной Пятницей или Пасхой – это случайность, говорится в официальном сообщении проекта. Мы уважаем разные вероисповедания и ни в коем случае не стремились возмутить общество или хайпануть, как некоторые склонны думать. Однако мы подчеркиваем, что Украина – светское государство, поэтому апелляция к христианским праздникам – всего лишь манипуляция, прикрывающая гомофобию и ненависть.
США начинают вывод войск. 600 американских солдат покинут Сирию, что станет крупнейшим сокращением военных сил Америки с начала операции против ИГИЛ. Несмотря на сокращение, в Сирии все-таки останется менее 1000 военных, которые продолжат работать с курдскими союзниками и противостоять террористам. Об этом пишет Associated Press. Такой шаг может изменить баланс сил в регионе. Американские силы были не только ключом в борьбе с ИГИЛ, но и щитом от Турции, которая считает курдские отряды террористами. Напомню, еще во время первого срока Трамп хотел полностью уйти из Сирии, но Пентагон был против. Это выглядело как отказ от союзников, что привело к отставке бывшего министра обороны Джима Мэттиса. После атаки Хамас на Израиль в октябре 2023 года США усилили свое военное присутствие в регионе, но теперь возвращаются к прежнему уровню. ЕС заинтересован в сотрудничестве с Центральной Азией. В Брюсселе говорят о планах по улучшению торговых связей и открытии новых торговых путей. Глава делегации ЕС в Узбекистане Тойво Клаар в интервью изданию Кун-Уз заявил, что для Европейского Союза Центральная Азия – это осознанный выбор. И сейчас отношения поддерживаются как с каждой страной региона по отдельности, так и с пятеркой, как с единым регионом. В ЕС говорят, что улучшение политических отношений между странами Европейского Союза и Центральной Азии могут привести к совместной и целостной работе в будущем. И с этим согласны президенты стран ЦА. Кроме того, в ЕС ответили на вопрос, как Россия, Китай, США, Турция и Индия могут отреагировать на планы ЕС в Центральноазиатском регионе. Во-первых, как Европейский Союз, мы не стремимся к эксклюзивным отношениям. То, что мы предлагаем и к чему стремимся в отношениях с Центральной Азией, учитывает интересы этих стран. Мы не хотим выстроить отношения, в которых кто-то должен выиграть. Это не соревнование. В этом процессе видны не только интересы ЕС, но и стремления самих государств Центральной Азии. Потому что я искренне верю, чем сильнее будут эти государства, тем лучше они смогут защищать свои интересы на международной арене. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.